Как, ой, у вас там прям не знаю. Это, конечно, нет. Какие карты будут? Может быть, такие, может, хорошие карты вашему знаку. Да, кстати, гадание по знакам зодиака будет. Здравствуйте, всех поздравляю с весной. И я вам обязательно добавлю весеннего свежего настроения. Вы сейчас поймете, почему. Уже кто-то догадался, да? Такой мартовский вайб у нас будет. Гадание на неделю. И вот видите, Вселенная любит пошутить. С одной стороны, весна пришла, красна, которую мы так ждали, особенно люди, проводившие зиму без отопления. А с другой стороны, прямо с начала марта, с 1 со 2, у нас ретроградная Венера в полной боевой готовности выступает. Вот она на небе для того, чтобы тормозить или стагнировать, или деградировать разные наши дела, планы, связанные с 3 вещами: с любовью, с красотой и со здоровьем. Со здоровьем давайте будем осторожнее это все трактовать. Это в меньшей степени, но самое главное, венерианские как бы богатства и проблемы, соответственно, это любовь и красота. Вот представляете, ретроградная Венера, 1,5 месяца почти до 14 апреля, это значит, что под ударом вот эти вот 2 области как минимум, да, у нас любовь, кого интересует, красота, опять же, кого интересует. Есть счастливые люди, святые, которым ни до 1, ни до 2 нет дела, значит, вообще забудьте и перемотайте. Ретроградность вообще всех планет стоит учитывать. Мы с вами часто об этом говорим, иногда какие-то специальные гадания делаю я тематически на эту тему. То есть игнорировать вот присутствие на небе. Ретроградный Марс был только что 23 числа, слава богу, прекратился. Игнорировать ретроградность таких, ну, как правило, это Венера, Марс и Меркурий. Меркурий чаще всего и болезненнее всего. Почему? Такой маленький, гадкий, да? Такой вот как клоп, ну, очень вонючий. И, ну, не получается. Вот у меня лично не получается игнорировать, как бы я не хотела, на мне, на моей жизни, на моем настроении, на моем вообще как бы статусе общем, ментальном даже, знаете, эмоциональном. Всегда это сказывается. И вот у вас, я уверена, тоже. Чуть позже, 15 марта, к этой ретроградной Венере присоединится еще и ретроградный Меркурий. Тоже отдельно поговорим. Сейчас вроде бы как нас это пока не должно волновать. Но одной только ретроградной Венеры достаточно. И вот всегда, когда мы рассматриваем ретроградность планеты какой-то, это из 2 факторов состоит. Сама идея, сама проблема, да? Первое – это то, что планета ретроградная, то есть для наблюдателя с Земли как будто бы движется назад. На самом деле технически это невозможно. Это все иллюзия, нам просто так кажется. С одной стороны, да, вот и это значит, что дела, которыми вот заведует эта планета, для нас сейчас это значит красота и любовь, вот эти все дела идут неправильно, так мягко говоря, да, неправильно, то есть они получают, разворачиваются в свои какие-то тупиковые ветки, да, развития, вот так вот мы скажем, и получают какой-то отрицательный, может быть, импульс, отрицательное ускорение, то есть движутся в обратном каком-то таком вот направлении. То есть мы уже напряглись. Ретроградная Венера, значит, ага, с любовью, там ссоры, расставания, непонимание, конфликты, ненужные знакомства и так далее. Но есть ведь другая сторона проблемы, которая усугубляет эту идею, да, и как бы ее показывать с другой стороны. Мы же смотрим еще на то, вот эта ретроградная планета, в каком она знаке. И вот она в период такой ретроградности проявляет худшие свойства, соответственно, знака, в котором находится. И вот для нас сейчас это вообще как red flag очень явный, потому что это ретроградная Венера, теперь она еще и в Овне, то есть максимально не на своем месте, да. Там, где Венера вообще в Овне, даже директная, сходится любовь и война, понимаете, да. Само это сочетание, сама эта идея ретроградной Венеры в Овне родит конфликтность на почве любви. То есть ссоры в браке, да, между супругами, ссоры между там женихами, невестами,
ну, какие-то вообще конфликтные непонимания между любящими людьми, любящими какими-то сердцами. Еще из приятного, значит, ретроградная Венера в Овне делает всех очень нетерпеливыми, дерзкими, заставляет нас всех не признавать свою вину. Ну, то есть худшие свойства этого знака проявляет. Да? Какой-то стишок в интернете услышал. Кто никогда ни в чем не виновен, это что-то там такое, это Овен. Понимаете? Да? То есть вот эта ретроградная Венера в Овне, она, во-первых, очень эгоистичная, не дает нам слышать партнеров, не дает признавать свою вину. То есть мы обвиняем больше любимого человека, нежели себя в этой истории. И еще по моим наблюдениям, не только по моим наблюдениям, даже какие-то более или менее логические объяснения этому есть тоже в интернете. Вот эти ретроградные планеты со всем ворохом проблем, вот, которые они нам приносят и вываливают, да, перед нами, особенно злые в начале периода ретроградности и в конце почему-то. Я заметила на своем примере. У меня последний день ретроградности, вот, например, того же Меркурия, это просто стрельбище, это Бородино всегда, понимаете? Последний день, ну первый день, первая неделя. Поэтому мы, вот смотрите, что, чем эта неделя обернется, какая она будет. Она будет необычная. Ретроградная Венера в Овне, приметы ее, это, например, короткие, очень жаркие, страстные, ни к чему не ведущие романы, о которых потом впоследствии вы обязательно пожалеете. Или, по крайней мере, с глупой улыбкой будете, в лучшем случае, да, будете с глупой мечтательной улыбкой до конца жизни вспоминать. И, а что это было, да, как комета. Пронеслась какая-то страсть, одно свидание, два свидания, все вроде бы случилось, все возгорелось, и все точно так же исчезло, потому что она, Венера в Овне, да, ретроградная, она очень скорая, она, это как лесной пожар, понимаете, это страсть, которая вот... И как продолжение темы, да, это, безусловно, конфликтность, максимальная конфликтность, то есть даже самые такие спокойные, уютные, добротные, я бы сказала, серьезные какие-то пары, отношения попадают в зону риска, то есть внезапно, как спичка на солому, все может загореться из-за какой-то ссоры, никто никому не уступил, и, в общем, любовная история такая. Выгорела дотла страсть, да, выгорела дотла. Про красоту еще хотела сказать. И область красоты, кроме любви, да? Покраски волос, отстрижение челки, пластические операции, понимаете, смена гардероба, просто какие-то покупки новых платьев, которые, хотя очень хочется, да, в связи с весной, обновить гардероб. Будьте, пожалуйста, очень с этим внимательны, потому что вот то же самое. Нетерпеливые, спонтанные покупки, лишенные всякой логики, естественно, потраченные деньги, выброшенные надежды и так далее. Неизвестно, что хуже, да? Ведь в чем суть вот этих общих гаданий? Вот оно вроде бы общее, но каждый услышит свое. И каждому вот это послание карт обращено все равно адресно, очень индивидуально. И чтобы вот этот эффект усилить, да, вы свое загадаете. Вот представьте, закройте глаза, представьте, что вы не просто общее видео на ютубе смотрите, а вы вот сидите у меня дома, напротив меня, за столом, и задаете свои вопросы. Я вам гадаю, вот лично вам. Обратите внимание, карты эти, таро оппозиции, прямые и перевернутые сразу картиночки идут. Я вам буду вот так подносить, если не забуду. Карты. Сможете рассмотреть, что там нарисовано. Прям боюсь начинать. Ну, конечно, рыба. Рыбы, именинники. Поздравляю. Счастья, радости желаю. Денег, здоровья, любви, самореализации, только добрых слов и снов. Рыбы. Гадание для вас. Следите за деньгами. Еще раз, ну следите за деньгами, следите. Хотя, с другой стороны, вот ретро-Венера, кстати, Венера к деньгам тоже имеет отношение, так же как Меркурий, да, самое непосредственное.
немножко в другой категории, немножко в другой области, но все равно имеет, да? И здесь у нас, значит, так, ну, что я хочу сказать. Из худшего, самая опасность, какая у вас идет для рыб, это сорвутся деньги какие-то, сорвется некая либо сделка, либо ваше карьерное назначение, которое было уже близко, или новую работу вы должны были получить. И это было близко, это почти было уже с гарантией, прям почти что у вас в кармане. И вдруг оказалось, что по каким-то естественным причинам. Что такое естественная причина? Это когда некого обвинить, это когда вот некому придраться. Ну, так вот сложилось, и что, и ну вот ничего не поделаешь. И, конечно, на этой почве ждет вас такое жесткое разочарование. Взаимоотношения с вышестоящими людьми могут очень сильно не то чтобы портиться, а даже как-то прекращаться, понимаете? То есть вот нет того, кто должен составить протекцию, нет того, кто должен был защитить, нет того, на кого вы так сильно надеялись. Трудности с документами, проблемы с разными статусными вещами, я имею в виду статус, там, кто какой получает, кто статус беженца, кто там визу талантов, да. Ну, в общем, по очень такой вот серьезной взрослой социальной области эта неделя ударит. А каких хорошие смыслы? Карты эти имеют, естественно, хорошие смыслы. В целом мы видим, что жизнь ваша вот на более таком глобальном уровне, да, если смотреть, протекает сейчас очень и очень правильно. И поэтому вот эти вот временные отказы, какие-то эпизодические неудачи, ну, это только подтверждает, знаете, как исключение подтверждает правило. Это только подтверждает то, что вы, в общем, на очень таком хорошем, правильном пути к успеху, да, потому что если отказывают вам в одной хорошей должности, это значит, что ну, вы все равно заслужили эту хорошую должность и получите следующую. Это, знаете, как номинация на Оскар. Если тебя номинировали на Оскар, но ты его в итоге не получил, то тебя все равно номинировали на Оскар. Ты все равно остаешься в истории как номинант, понимаете? И вы здесь как номинант. Напоминает вам это что-то? О чем-то это говорит? Некий мужчина из вашей жизни уходит. Некий мужчина уходит из вашей жизни. Насовсем уходит. Ну, такое. Следующее гадание у нас будет, естественно, для Овна. Посмотрим. Для Овна 3 карты. Следите за моей левой рукой. Раз. 2. Апатия. Апатия у Овнов. Какая-то категорическая апатия. Не видите выхода из ситуации. Вот вы сейчас именно не видите выхода. Вам кажется, что в какую сторону вы не пойдете, куда вы не двинетесь, куда не тронетесь, везде какие-то тупики вас ждут. Вообще вот это вот апатичное, депрессивное даже состояние, ну, характерно для сезона, да, вот это весенний витаминоз, это, по-моему, так называется. Но в вашем случае вот карты вам именно предлагают, знаете, как-то, может быть, собственную пассивность преодолевать, собственные какие-то нежелания. Тем более, что есть кому вас пригласить к радости и веселью. Не очень хорошие карты, я сразу вам скажу. Не очень хорошие в том плане, что более они идут как предостережение. Вот вы сами не хотели найти нужных людей, вы сами не хотели затеять пригласить нужные дела и нужную компанию в свою жизнь. Многим отказали, многих проигнорировали. Какие-то предложения о работе или какие-то личные. Вот, отказали, потому что не видели, что это будет результат. Но жизнь так устроена, что вот когда вы сами не идете к цели, да, не выбираете свои дороги, их кто-то выбирает за вас. И тут вот у вас, видите, как бы троечка, да, правильно я вижу, да, троечка кубков выпадает, но она выпадает еще и перевернутая, да, то есть у вас какие-то ненужные друзья.
не те, вот какая-то неподходящая компания. Нет, особой опасности в этом нету. Пригласили друзей, например, на праздник 8 марта отметить, подруг. А они что-то не то сказали или не то принесли, не то подарили, да, не знаю. Ну, то есть вот какая-то разочарованность овнов идет в ближнем круге. Жизнь такая довольно размеренная, спокойная. Но что-то надо с этим делать. Накопившиеся сложные ситуации вполне подлежат разрешению. Еще карты говорят о том, что в этот период, на этой неделе, рядом с вами будут люди, которые не могут помочь. Да, если вы будете даже там разговоры вести какие-то, вроде бы деловые, с кем-то поделитесь, на кого-то будете рассчитывать, это люди без сил, это люди без ресурсов. Они вас не спасут, не помогут, ни работу найти, ни там что-то по хозяйственным делам каким-то, не знаю. То есть такое, знаете, такое. И главное, что без настроения. Хорошего, да, мы договорились, что что-то хорошее будем искать. Ничего разрушительного. То есть карты очень настроенческие. И вот это вот ощущение даже внутреннего кризиса, это только лишь ощущение. Это время пройдет. Далее для Тельца у нас идет звуковое сопровождение. Это так и должно быть. Это так задумано, на самом деле нет. Но это весеннее настроение, друзья, для Тельца. Начало вашим соседям по зодиаку карты, ну, такие себе выпали, более как предупреждение, да? Тельца, может, что-то получше достану я с вами. Ох-хо-хо-хо. Колесо фортуны, перевернуты, перемены, которых вы не хотите, и вы их не искали. Тем не менее, это перемены вас, ну, как к лучшему для вас, да, то есть они вас как-то возносят, как-то поднимают, не в собственных глазах, наверное, в глазах окружающих, возможно, карьерный взлет, так скажем, Иерофант. Знаете, очень-очень 50 на 50 у Тельцов прогноз. Сомневаться в себе придется, сомневаться в судьбе придется, сомневаться в том, насколько вообще хороша эта дорога, да, или хорошо новое место работы. Это все придется. Но сомнений ваших, видите, никто не заметит. Карта, знаете, очень интересные вещи описывает. Например, такие многие сомнения, знаете, глубокие. Это, я бы сравнила это с муками совести. То есть, опять же, может быть, ретро-Венера, какие-то ретроспективные сомнения, заглядывание назад приносит. То есть вы понимаете, что вот эти перемены в судьбе ненужные сейчас вам, не своевременные, а они бы не случились, если бы вы сами не вот и то-то, и то-то, и то-то. Будет человек, будет очень значимая фигура внутри этой недели, который абсолютно разочарует и не оправдает ваших ожиданий. Ну, что я могу сказать? Есть универсальный такой совет, да, чтобы никто вас не разочаровал, попробуйте не очаровываться просто ни в ком. Вероятно, вы делаете ставку не на того человека, ждете то, что какие-то качества, какие-то свойства, чем человек не обладает. Для тельцов, посмотрите, 2 старших аркана, то есть эта неделя запомнится, будут крупные события, будут крупные впечатления. Не верьте, не сотворите себе. Перевернутый иерофант, в первую очередь, о чем говорит, не сотворите себе кумира. Карты просят вас слепо не ходить за людьми, за идеями, за какими-то учителями, там, я не знаю, наставниками, тренерами и так далее, но в чем-то вам предстоит отличиться. То есть вас заметят, какую-то такую почетную грамоту от Вселенной Тельцы получают. Ну, такая неделя, знаете, очень сложная для, скорее, вашего внутреннего мира. Я думаю, так, да, можно сказать. Для
самоощущения, для каких-то выводов вот внутри себя, выводов о себе. Далее, так, рыбы, овны, тельцы. До близнецов мы дошли. Близнецы. Раз. Что-то радостное, да, у вас такое начинается. Неделя праздников, что, в общем, понятно. Так и должно быть, да? Неделя. Сложности с документами, с бумагами. И в целом неделя, которая вас обогатит. Любовь, свидания, очень насыщенная. Вот сейчас боюсь навлечь на себя гнев каких-то людей, которые там за всякое половое равенство борются. Женское счастье, вам карты обещаю. Женское. Да, я тоже считаю, что счастье, оно такое унисекс, оно у всех одинаковое, на самом деле. Но у женского счастья есть свои какие-то очень специфические опции. Посмотрите, девятка кубков с императрицей. Это и приход любви, может быть, и долгожданное свидание, которое никак не могло состояться, и просто очень такое радостное, чувственное время, когда вы ощущаете себя вот востребованной, на пике, хорошо выглядящей. Кстати, карты отличные и для здоровья, и для денег. Время изобилия, время каких-то, может быть, даже роскошных трат, получаете подарки и вообще чувствуете себя красивой, молодой, здоровой, богатой. И такой вы, безусловно, являетесь. Единственная поправочка есть у нас такая, у нас переворачивается карта, да, справедливость. Кажется, справедливость. Я же не вижу. Вот. И говорит она о том, что вот эти ваши радости, увы, сейчас никак не могут быть задокументированы. Понимаете, да? Они не могут какую-то такую формальную или публичную форму принимать. Не могут быть в договоре прописаны, например. Да? То есть это вот это любовь, это счастье любовницы. Да? Счастье любовницы. То есть что-то перевернутая справедливость, что-то незаконное, а вообще это законно, да, быть такой счастливой, быть такой, не знаю, обласканной судьбой, а вообще это законно, да. Ну, в общем, сами смотрите, что-то незаконное есть в ваших, незаконное, ну, наверное, не в плане прям вот закона вот такого прописанного, да, а закона, может быть, человеческого, может быть, это какое-то чуть-чуть чужое счастье, чуть-чуть украденное, чуть-чуть такое. Ну, в общем, вы сами знаете. Следующее предсказание карты будет для рака. Я подумала, а не поменять ли нам карты, не сменить ли нам набор карт, да, колоду. Дорогие раки, вам тоже весеннего настроения. Слышите, да? Ольга Филимонова гарантирует весеннее настроение на своем канале. У нас специальное звуковое сопровождение. Ни у кого такого не найдете. Все такое вот оригинальное, все чистейший эксклюзив. Поэтому подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Не мне не надо. Испанское таро для рака. Так, следите за моей левой рукой. Что такое сегодня? Не ждите, что это надолго. Успели вопрос задать? Ох, любовная история, очень выразительна в вашей жизни. Но сами чувства под угрозой. В общем, неделя наполнена именно романтическими впечатлениями, событиями. Собственно, рядом близкий человек, новое знакомство, великие чувства большие, очень даже возможно. Но вот эти перевернутые карты смущают. Может быть, изначально, да, не стоит делать ставку на какие-то долгие сроки. Может быть, вот эта новая любовь,
или продолжающееся старое. На ретроградной Венере всегда же очень много бывших возвращается, да? Вполне возможно, что это идет, знаете, этот путь не может быть пройден до конца, или он не может быть долгим, этот путь. Ну вот просто не может быть, потому что не может быть. Потому что Вселенная сама планирует и отмеривает какие-то сроки для любой нашей любовной истории. И, может быть, не всегда надо прям вот искать, чтобы все было, ну, как в сказке, знаете, жили долго и счастливо и умерли в один день. Не всегда это надо, не всегда это актуально. Но неделя важная, неделя интересная. Предстоит вам серьезный жизненный выбор. Однако выбирая, вот опять же предупреждение, однако выбирая, можно так попробовать. Однако, выбирая себе там новую мебель, не знаю, новую работу или прям вот целую судьбу, или выбирая нового мужа, очень оценивайте свои силы. Можно выбрать то, с чем вы не справитесь. Видите, не хватит интереса. Можете выбрать новое хобби для себя, новое занятие или новый бизнес. А не хватит собственной увлеченности, не хватит... В общем, вы недолюбите, понимаете? Есть в этих картах вот какая-то такая вот недолюбленность именно, или невозможность долго и глубоко любить. Есть такая эмоциональная вроде бы насыщенность, но и недолговечность в то же самое время. Карты говорят о возможности встретить, да, любовь всей жизни и влюбиться даже. Но просто вопрос, насколько это надолго, насколько это вообще потенциально может долго продлиться. Для всех выбор, очень важный выбор. Просто следите, чтобы вы это вынесли. Вам что-то понравится на следующей неделе, а разонравится потом через 2. Понимаете, да? Вот такая вот какая-то история. Далее, львы. У львов сложная карта. Сегодня всем знаком львы, тоже не удивляйтесь, всем вашим соседям, зодиаке, буквально каждому знаку такие сложноватые карты достаются. Непростые. Непростые карты. Львов карты не пускают в какую-то дорогу. То есть желательно не поехать, желательно не пойти, желательно отказаться от каких-то перемен. Предупреждают карты вас о разговорах, в которых никак нельзя договориться и друг друга понять. То есть перевернутый паж мечей вам выпадает. Максимальные вербальные трудности. То есть трудности, как об стену. Да, вот разговор с партнером, не знаю, с коллегами, с начальством на любую тему. Никаких шансов. Если вы сами начнете какой-то разговор с целью выяснить отношения, например, да, то и пожалеете, потому что не поймете быстро, что не то время выбрали, не то место. В общем, вы дверь перепутали, улицу, город и век. Все мимо, говорят карты, особенно это все касается на уровне слов. Причем самое сложное, что возвратное, да, мы говорили о Венере ретроградной, и то есть все назад, все возвращается, все как будто бы вот из небытия обратно материализуется. То, о чем давно можно было забыть. И вот эти вот очень-очень глупые скандалы, непонимания, полуразрушенные отношения, обязательства, это все вы уже проходили. Самое обидное, что это те же грабли, и это некое хождение по кругу. Не могу сказать, что это прям вот категорично плохие карты, но они как будто бы львов не пускают в дорогу, просят вас воздержаться от начинаний. Воздержаться от начинаний, потому что это будет
не вовремя, для бизнеса, например, для нового, какой-то изначально неверный, кривой путь, кривое направление. Так знаете, как вот сразу в сторону и сразу мимо, и ни к чему хорошему, соответственно, это не приведет вас. Вот это может быть проблемой. Ну и воздержитесь, да, от разговоров, потому что договориться очень сложно. Это не открытый конфликт, но это очень закрытые уши вашего собеседника. Дева. Испанское таро, видите, переключились на другую колоду, и другие карты, другие какие-то смыслы, вибрации абсолютно пошли. Сама удивляюсь, как это всегда, не могу привыкнуть, как это все происходит. Почему? Девы. Не верьте. Не верь, не бойся, не проси. Да? Не верь, не бойся, не проси. Уже сразу отпадает вам. Дева, ну деньги хоть, слава богу. В целом очень успешная неделя, дорогие девы. Очень хорошее время для учебы, для работы, для там, каких-то денежных вложений, инвестиций, для покупок, опять же, тех же самых, опять же, смотрите только на ретро-Венеру, вроде бы как она не предлагает этого всего, но все-таки вот такая очень базовая и очень ваша, да, по Таро календарю это принадлежит Деве, восьмерка Пентаклей, карта, то есть это неделя, которая стабильность приносит в вашу жизнь, как будто бы почва под ногами появляется, например, появляется стабильная постоянная работа после долгих поисков. И в то же время опрометью не надо кидаться, там, верить, не гоняйтесь за авторитетами. Вот неприятная карта, по опыту личных раскладов скажу, очень плохо проигрывается. Перевернутый иерофант, лжеучитель он так называется, да? То есть, не торопитесь верить людям, и особенно тем, которые сильно авторитетно выглядят, которые как раз вот, которым верить больше всего хочется, да, то есть это, по сути, перевернутый иерофант, это для нас образ родителя, который не исполняет обещания, тем самым разочаровывая. Родитель, покровитель, волшебник, Бог, в конце концов, то есть для каждого вот эта фигура своя, и сложно на этой неделе делать ставки на вот именно покровительство, лжеучитель. Особенно, если, кстати, идете учиться. То есть очень просто карты могут проиграться, пошли учиться, да не к тому. Сколько раз мы такое проходили, да? Просто не к тому тренеру попали, не к тому педагогу, не к тому преподавателю. В целом, неделя у Девы изобильна. Опять же скажу, деньги получите, заработаете. То есть очень благополучное время. Единственное, что, видите, вот эта десяточка переворачивается. Вопрос, как вы этими средствами, этими благами, да, распорядитесь и насколько вы вот готовы, в принципе, к к этому изобилию, да, лишнее, перевернутая десятка кубков, то есть лишнее. Не знаю, можно ли сказать лишние деньги, да, бывают ли деньги лишними, конечно. Нет, таких встречала я персонажей. Далее, весы, безусловно. Гадание на неделю, опять же, начинается ретроградное движение Венеры на небе, повторяюсь. Ретроградная Венера в Овне всех делает бешеными, нетерпеливыми, эгоистичными, неслышащими. Вот это время для весов, наверное, вообще не подходящее, такое шокирующее, грубое, да, потому что, видите, Венера в полярном для вас знаке, и она же, естественно, проявляется она везде, во всех областях жизни. Будьте готовы к тому, что вот своим поведением люди близкие, далекие будут, конечно, вас разочаровывать, потому что вот так, такие транзиты на небе у нас сейчас. Для весов, значит, у нас сразу деньги
Очень хороший денежный выбор у вас идет. Сразу. Не деньги. Фигурные карты, в отличие от соседей, кстати, по зодиаку вам выпадают, то есть сразу в фокусе внимания некая женская фигура, через которую вы можете буквально не получить свое. То есть между вашим достатком, например, между вашими деньгами, какими-то ценностями, да, это королева Пентаклей, встает именно женская такая фигура, естественно, со своими интересами, злодейка. Для кого-то это злодейка-соперница в любви, дословно. Злодейка-соперница, которая мешает вам выйти замуж за кого-то или мешает вашему парню выбрать вас в качестве жены, да? То есть есть риски. Неделя и выигрышная, с одной стороны, которая вас обогащает, на какой-то новый уровень выводит по зарплате или, например, по отношениям, может быть, большую ценность в отношениях вашего вырастает. И с другой стороны, есть риски все это обнулить и все это очень-очень глупо потерять из-за происков этой злодейки. Но традиционно королева мечей считается, что она еще и приколдовывает. То есть это женщина, которая может, в принципе, и сглазить, испортить. Неплохие достаточно, неплохие карты. Вообще, я так вам скажу, дорогие весы, смотрите, кому вы деньги свои даете. Вот именно деньги, кому вы сейчас платите. Это кто угодно может быть, вы знаете, доктор в платной клинике, ваш личный стилист, может быть, вы что-то покупаете, что у кого-то квартиру или мебель обновлять, за какие-то посреднические услуги платите. Очень внимательно смотрите, потому что такая грустная утечка может случиться денежная. И в то же время, для этого мы смотрим гадание, для этого мы спрашиваем Таро, правда? И в то же время, если будете внимательны, вы эти деньги сохраните, приумножите, увеличите, и будет вам счастье. Кто-то прям, знаете, с такой идеей принуждения заставить вас отказаться, не знаю, коллега, заставить вас отказаться от премии. Да, злая начальница придерется и что-то вам в общем, придумает поводы не выписать премию, я не знаю, к 8 марта. Злая женщина у вас есть, у весов. Так, мы можем переключиться, опять и снова поменять колоду. Кто нам мешает? Таро друидов. Последняя четверка, да, у нас будет сейчас знаков Таро друидов. Такие крупные, красивые карты, картиночки тоже я вам покажу довольно близко. У нас на очереди сейчас скорпионы. Никаких специальных предупреждений для скорпионов в связи с этой ретроградностью Венеры у меня нету, потому что вся эта история, она касается всех, кого-то в частности. Для вас это в общем порядке работает, просто все предупреждения такие, как для всех. Так, скорпион на следующей неделе у нас идет. Новости, разговоры, собственно. Новости, разговоры. Это что-то прямо обновление. Видите, две принцессы, да? То есть пажи, так переводя на наш простой язык для понятности. Обновление, круг людей обновляется, разговоры на свежие темы, какой-то альтернативный взгляд, возможность встретить понимание там, где вы прежде его не ждали. То есть, знаете, как будто раскрываются глаза у вас или у кого-то рядом. И легче идут разговоры, потому что симпатия, любовь, потому что это все как-то появляется.
Так, ну и восьмерка кубков, куда же без нее? Она у нас буквально, мне кажется, во всех раскладах присутствует здесь. Настроенческие карты, неделя настроенческая. То есть вот объективно, может быть, ничего и не произойдет такого, что поменяет вашу жизнь. Новые знакомства почти с гарантией. Они могут быть деловые, романтические. Новые знакомства с разговорами, с чувствами, с массой новых впечатлений. Но вот куда они заведут? Видите, у нас вот третья карта, все-таки восьмерочка кубков выпала. Она, знаете ли, здесь приглашает, ну, не худшая карта, я так скажу, в таком наборе, в таком соседстве. Но все-таки она предупреждает, приглашает скорпионов от вот этих новых знакомств или новых знакомых не так много ждать. То есть, возможно, вот новые люди появятся в вашей жизни, они впечатлений могут произвести много. Но не надо делать, не надо связывать прям вот все будущее, не надо делать максимальные ставки на вот эти вот ваши новые какие-то симпатии, на новые увлечения, потому что как план Б, как запасной какой-то вариант, альтернативный план отказа должен быть у вас. Не слишком сложные карты, но обращайте внимание на новых людей и обращайте внимание на то, что новых людей и новые разговоры, да, обращайте внимание, что это вам несет. Вы должны быть, вот по-хорошему, если экологично смотреть здесь на жизнь, да, по-хорошему вы должны быть готовы, в принципе, в любой момент отказаться и бросить. Отказаться от любви, отказаться от симпатии, от того, что вы себе намечтали уже с новым человеком. Ну, такой настроенческий. Вся неделя в разговорах и в мечтах, может быть. Далее стрелец, естественно, для стрельца у нас карта. Предложение помолчать, не надо всем про свои успехи рассказывать или про свои увлечения. Это предложение ненавязчивое такое, да? Особенно я сказала про успехи, про неудачи не рассказывайте никому. Попробуйте промолчать, закрыть. Вы знаете, что когда в нашей жизни, это карты говорят, я просто немножко с лирическими отступлениями, когда в жизни у нас что-то происходит плохое, ну, не знаю, в работе отказали нам, деньги мы потеряли, там что-то не возлюбил нас кто-то, то если мы это не рассказали никому, да, вот вообще вслух не произнесли, то это уже наполовину уменьшает нашу проблему, наполовину. А как только мы понесли это в мир, как только мы стали про это говорить, неважно, близким своим или там, своему психологу, проблема становится целостно и разрастается, может быть, даже как снежный ком. Знаете вы такую истину? При том, что на каждом шагу нас уговаривают ходить к психологам, к психоаналитикам, делиться с друзьями и вообще проявляться, и всем все рассказывать. Вроде бы с этим тоже не поспоришь, да? То есть это выпустить пар называется, лучшей подруге все рассказать. Но вы же не будете спорить, вы же понимаете, да, что проблема ваша личная, не озвученная, не рассказанная вслух, это половина проблемы, может быть, четверть проблемы. Никому не рассказали, на завтра все решили и сами забыли. А если рассказали, то, понимаете, да, как грибница, как цунами эта история разрастается, и в итоге она возвращается с удвоенной силой к вам же, обратно. Вот об этом говорят карты. Смотрите, вас ждет некая большая или маленькая, даже такая малюсенькая потеря на следующей неделе. Ну, не состоялся, обломался какой-то план, обломился. Но вы никакой помощи не можете получить. А раз никто вам не может помочь, так зачем про это рассказывать, да? Карты советуют буквально
ну, как-то не переживать, переживать, вернее, в одиночку происходящее. Так какая-то уединенность должна быть. Пусть никто не узнает про то, что там, я не знаю, вам любимый не написал в этот раз, когда вы ждали, да? И пятерка мечей, смотрите, двойка мечей, пятерка мечей. Очень бойтесь, дорогие стрельцы, разговоров вообще каких-либо любых. То есть особенно тех, которые вы начинаете сами и начинаете не из лучших соображений. Не надо выяснять ни с кем отношения, не нужно никому предъявлять претензий, особенно кого-то обвинять в том, что вас там кто-то подвел. Знаете, претензионные письма, вот рассылка претензионных писем в любой области жизни и в любом смысле, она будет очень-очень-очень бессмысленной. Вот это вот ожидание ваше обманутое, переживите это все внутри себя. Попробуйте, постарайтесь пережить это все вот именно как-то очень-очень самостоятельно, потому что будут ссоры, будут претензии, будут очень-очень неприятные сказаны слова, но, опять же, если вы сами первые начнете этот разговор, если вы его не начнете, то вы ничего и не услышите. Отшельничество, одиночество, стойкость какую-то очень такую персональную, личную, карта вам советует. Ну, такой себе прогноз, он не очень оптимистичный, и тем не менее с предупреждениями, с советами. Самое главное, чтобы были советы. Козерог у нас на очереди, значит, для Козерога. Ого, подарок только Козерогу, хорошее. Единственное, за все гадание для всех знаков только Козерогам досталась первая хорошая карта, я вас уверяю. Больше никому ничего хорошего нет. Козероги, почему вы в баловне судьбы? А я знаю, почему почему у Козерога всегда все есть, и Козероги хорошо живут? Потому что вы любите работать, да? Раньше всех встаете, не ленитесь и так далее. Вот за это вам, значит, подарки, деньги ждите в виде подарка. Очень простой прогноз. Счастливый, понятный, долго вас не задержу. Ждите в виде подарка хорошую денежную сумму. Что-то выгодно продадите, зарплату, премию получите, или бизнес хорошо пойдет, там клиенты кучу денег, гору денег до неба натащат вам. В общем, поздравляю. Денежный сундучок ваш и так полный, да, и так вот через край сыпется, но он еще и вот пополняется у вас. Вот вы молодцы, что я могу сказать. Ну да, хорошая новость о деньгах. Ой, какой простой прогноз. Хорошая новость, очень вдохновляющая, такая бодрая, деловая, дерзкая новость о деньгах, опять же, о заработках, о каких-то прибыльных предприятиях, о прибыльности ваших инвестиций, вложений, ну и так далее. Прям хочется вам похлопать, поаплодировать. Козероги у нас в явных лидерах недели, то есть никому таких понятных и таких добрых, хороших карт не досталось. Мы все тут в страдальцах. А вас как будто бы... А, кстати, как будто бы ретро-Венера вас не касается. Но туз кубков — это еще и, знаете, посланник истинной любви, поэтому у вас новое знакомство очень перспективно. Вот если случится вам влюбиться, да, в кого-то на следующей неделе, у вас новое знакомство, у вас новый человек в жизнь входит в вашу, да, то цените, это будет очень ценный человек. Это будет ценный во всех смыслах. Может, правда, богатый жених вас ждет, да, а может быть, ценный во всех других смыслах. То есть это будет золото, а не человек. Просто золото. Водолей. Козероги неожиданно, да, вдруг себя, можно сказать, противопоставили сообществу, так сказать. Водолей.
просто так шут никому не выпадает. А, кстати, вы знаете, да, что астрологические параллели соответствия идут с вашим знаком. То есть шут, собственно, Водолей, портрет, да, один из архетипов. Обновление в жизни, новые, да, новые какие-то вещи. Ну, посмотрим, что за дороги вы выбираете. Не так все просто. Ну, кто бы сомневался, под ретроградной Венерой, с чего бы оно просто вдруг шло. Тем более, это первая неделя, первые дни, когда это ретроградная Венера очень злая, потому что ей надо сразу нас напугать, да, себя показывать. Смотрите, о чем идет речь. Водолей, в первую очередь, это работа ваша. Работа, то, что вы делаете, ваше ремесло, ваши какие-то вот эти вот занятия. И вот как будто бы эта работа должна у вас поменяться. Поменяться буквально, да, место работы, другая компания. Либо это поменяться внутри по обязанностям, по, как это называется, функционалу, да, вот. И все было бы хорошо, если бы не одно но. Вы это все уже пробовали, и вы это все уже как будто бы проходили. То есть единственное, наполненная, насыщенная неделя деньгами, разговорами, какими-то правильными делами. То есть вот не придерешься. Все хорошо, отличное будет настроение, будет решимость там начинать то, что прежде вы отложили, но смотрите чуть-чуть с оглядкой вот через это вот левое свое плечо, потому что как будто бы вот это новое, то, что сейчас вы приглашаете в свою жизнь, оно как будто бы хорошо забытое старое. И вот вы вроде бы туда уже как будто ходили, как будто бы вы этим уже занимались, как будто это все-таки вы за это уже брались и, может быть, забыли потом. И начиная, о чем советуют карты, да, Водолею, такая рекомендация. Начиная теперь, вот сейчас, нечто новое, пускаясь в бизнес какой-то или в какую-то работу, или, может быть, в отношения даже, чуть-чуть анализируйте прошлый свой опыт. Может быть, с тем же человеком, если вы там восстанавливаете отношения, может быть, с каким-то другим. Потому что очень актуальным, почти что на первом месте становятся именно уроки прошлого. И ваш какой-то прошлый негативный опыт, и ваши какие-то прошлые печали. То есть действуйте. Карты советуют вам быть дерзкими, действуйте, и все начинать, и пускаться и в любовные, и профессиональные авантюры. Но все-таки это с учетом прошлых ошибок, с учетом ваших прошлых. В общем, не забывайте прошлый опыт. Мы все знаем, да, что водолеи это не те люди, которые вот долго бремя и груз вот этого прошлого опыта, прошлый негатив носят в себе. Водолеи не те люди, да, потому что воздух, воздушная стихия, вам это помогает очень легко избавляться от каких-то даже сложных жизненных уроков, забывать, так скажем, да, то есть воздушные люди самые забывчивые, что там говорить, а водные самые памятливые или земные, например. Но здесь надо вспомнить уроки, которые вам когда-то преподносила жизнь. Дорогие зрители, я вас всех благодарю за то, что вы со мной. Я вам желаю роскошной, во всех случаях, вот независимо от вашей принадлежности к знаку зодиака. Я вам желаю недели, не обязательно легкой, веселой, не обязательно, но такой, за которую не стыдно, которая к личностному росту ведет, которая к раскрытию каких-то граней души ведет. В общем, любите себя, своих близких и не близких. Увидимся.